какой бы мы стране ни находились, живем мы там или приехали на отдых, по местности мы стараемся перемещаться на автомобиле. Открывать новые места, любоваться пейзажами из окна, да и вообще путешествовать самостоятельно, ни от кого не завися, приносит нам большую радость. Мой супруг, наверное, как и любой мужчина, любит новые автомобили и новые ощущения. И поэтому сегодня я вам более подробно покажу, как выглядят дороги в Турции на примере поездки из Анталии в Каппадокию. Как водят сами турки, какие странные законы и знаки вам могут встречаться, что нужно для того, чтобы арендовать автомобиль, супер пейзажные и захватывающие дух дороги. Ну что, если вам интересно, поехали! Начнем с того, что для аренды автомобиля в Турции вам понадобится банковская карта, на которой замораживается депозит. Это определенная сумма на случай штрафов, которые могут прийти в компанию в случае, если вы нарушаете правила дорожного движения. Обязательным условием является то, что эта карта должна быть на имя водителя, то есть имя должно совпадать с именем на водительском удостоверении. Также вам понадобится ваше водительское удостоверение. Вы можете им пользоваться до тех пор, пока не являетесь резидентом страны. Также я советую вам бронировать автомобиль заранее на проверенных сайтах, которые гарантированно делают страховку и все сопровождающие документы. Супруг пользуется вот этим приложением, где указано много компаний, как с офисами в аэропорту, так и по городу. Прелесть этого приложения в том, что оно сравнивает ваш запрос, будь то определенная модель или ценовой диапазон, порядка, чем в 20 компаниях, и предлагает вам все альтернативы со скидками и различными плюшками. Лично мы, например, всегда бронируем автомобили в проверенных, всемирно известных компаниях, где вы будете не переживать, вернут ли вам ваш депозит, найдут ли у вас там какие-то неожиданные царапины или не развалится ли ваш автомобиль по дороге, чтобы спокойно наслаждаться поездкой, отпуском и всем остальным. В Анталии, скажем так, неожиданные водители, полны сюрпризов. Вы должны всегда быть начеку и предугадывать, что они сделают в следующую секунду. Вы должны понимать, что они в основном ездят без поворотных сигналов и слабо понимают смысл зеркал. Здесь многие ездят по принципу «а мне туда нужно», и вскоре вы перестанете удивляться автомобилю, едущему вам навстречу по той же полосе, просто потому что он решил сократить путь. В Азии, например, все ездят на мотобайках и перевозят на них все и все, что можно. Так вот здесь тоже можно встретить необычные варианты. Здесь также стала очень популярна аренда скутеров, на которые даже пересели все госорганизации. А сами скутеры, например, в Стамбуле, называют марты – чайками. На дороге вам могут встретиться знаки дорожного движения, которые, кажется, должны быть одинаковыми во всем мире и понятны абсолютно любому приезжему. Но нет. Вот, например, чудесный знак ДУР, известный во всем мире под псевдонимом «Стоп», или же волшебное обозначение аэропорта с трудно выговариваемым названием. Или, например, вот в Стамбуле недавно появился знак «Осторожно, котики». А вот еще замечательные светофоры во время пандемии, которые на время красного загорания говорят вам о том, чтобы вы оставались дома, а во время зеленого говорят вам, чтобы вы ехали домой. Буквой «Д» здесь обозначается остановка, на турецком «дурак». А вот так здесь обозначается одностороннее движение. Но один из моих самых любимых знаков – это вот такая надпись коричневого оттенка. Это обозначает, что в этом местности находится туристическая локация, и вы уж точно увидите там что-то интересное. Если, например, в Эмиратах очень часто можно встретить знак «Осторожно, верблюды», то в Турции зачастую можно увидеть вот такие знаки. В
прошлом году в одной из поездок в Каппадокию мы попали в тот самый период, когда в Анталийском регионе были ужасные пожары, последствия которых вы видите за окном. Это была действительно трагедия для многих людей, чьи дома сгорели или пострадали, не говоря об огромнейших последствиях для лесного ресурса страны и животных и птичках, которые пострадали или были вынуждены изменить локацию проживания. По городу в основном стоит ограничение передвижения скорости 70 км. Здесь довольно легкие и интуитивные, понятные дороги с большим количеством заправочных станций и наименованием городского транспорта. Поверьте, вам будет довольно комфортно чувствовать себя за рулем в этой стране. Конечно, нужно учитывать, что страна является горной, и при выезде из города, скорее всего, вы столкнетесь с извилистыми дорогами и туннелями, но все они просты и высокого качества. Очень хочу вам немного показать Каппадокии. Это потрясающее место в Турции, которое обязательно должно быть в вашем списке must-see. Сюда можно приехать экскурсией, но я вам очень советую приехать самостоятельно, хотя бы дня на 3-4, чтобы насладиться и впитаться всем этим местным колоритом, и вы увидите, что Каппадокия не оставит шансов не влюбиться в нее. Вот это или один вообще. Любителям автопромысла здесь тоже будет на что посмотреть. За последнее время забавных видов транспорта на дорогах в избытке. Вот, например, как этот велошин или машинопед, ну или ваш вариант. Заправочных станций в Турции предостаточно. И по сравнению, например, с теми же Эмиратами, здесь они расположены вдоль дороги и с простыми, незамысловатыми съездами, как и должно быть. Турция из тех стран, где вы можете заправить авто, не выходя из него. Расплачиваться можно как картой, так и лирами. На тот момент литр бензина стоил около 14 лир. Особенностью практически всех местных заправок является наличие приличного магазина и туалета. Также вдоль крупных трасс при заправках часто есть кафе или рестораны. Вдоль дорог часто находятся ларьки, прилавки с фруктами, напитками и разными украшениями ручной работы. Развязки понятны и довольно просты. Только вот если вы видите в такую местность, как, например, Каппадокия, где очень узкие, с постоянными спусками и подъемами дороги, вам понадобится определенный навык и ловкость. Пару слов о радарах и патрульных службах. Вдоль дороги очень много фейковых макетов полицейских автомобилей и самих полицейских. Но даже о наличии живых при исполнении вы узнаете заранее. Во-первых, здесь также моргают, как и у нас, а во-вторых, часто стоят предупредительные знаки. О наличии радара вы также узнаете по предупреждающим знакам, которые везде стоят в обязательном порядке. По ограничению скорости здесь допускается погрешность плюс 10% от указанной. И еще немножечко вам турецкой манеры вождения и хороших дорог.
Турции есть знаменитое выражение «зиванадан чикартма», которое можно перевести как «не выводи меня из себя». Так вот, мало кто знает, даже среди местного населения, что это выражение пошло именно от способа расположения местных регулировщиков дорог, которые располагались в эдакой ступе, зиване, ради безопасности. Так вот, выходили полицейские из нее только в крайне редких случаях, когда, например, происходила авария. Отсюда и пошло знаменитое выражение, то есть «не выводи меня, не доводи до того, чтобы я вышел из этой ступы». Я надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в новых роликах. Пока-пока!